Ах ты, есецкое ебаное отродье! А ты не ругайся, блядь. Вместо того, чтобы ныть, ты бы лучше сам научился на них играть. Ну, так уж и быть. Сейчас я из своей скилловой книжки прочитаю тебе про катаны. Сперва разберем уязвимость и пепла, поскольку они играют важную роль в плейстайле катан. В последнем патче почти всем оружием дали возможность пробивать пояс с одной тычки, но только на первом ударе. То есть после него враг может бить вас из стана. И если на остальных оружиях есть разные приколы, решающие так или иначе эту беду, то у катан нету никаких встроенных способов с этим бороться. Потому решать проблему нужно правильным выбором пеплов, спарок и знанием рабочих миксапов. Ну, обо всем по порядку. Танец с мечом будет, наверное, лучшим вариантом из всех пеплов. Позволит в моменты потери приоритета, если враг будет пытаться воспользоваться этим, втанчить атаку и навалить две сверху. Более того, после самого пепла последующая R1 атака будет нейтральной, то есть станищей, что откроет очередную возможность для давления краучем. Ебать, что это такое? Белые полосы обозначают, что исходящее от текущего действия удар будет с приоритетом, то есть враг неизбежно получит по ебалу, если не сделает перекат. Красные обозначают атаку, которую независимо от его скилла очень сложно избежать, или она имеет быстрый стартап гиперброни, или и то, и другое. Оранжевым обозначается действие давления, и применяться они будут вместо действий с приоритетом. Зеленым обозначены действия, успех которых зависит лишь от очевидной ошибки от оппонента, то есть это все паниши, роллкетчи и так далее. Еще раз объясню на примере флоучарта танца с мечом. После успешного попадания танцем с мечом, следующая R1 будет станом, то есть вынуждает врага делать перекат в любом случае. Это атака с приоритетом. Попадание танцем гарантирует безопасное прожатие R1. В случае, когда враг это понимает, он готовится к роллу от предсказуемой и небыстрой атаки, чем в свою очередь ты можешь воспользоваться для начала давления с крауча. А без станищей R1 не получилось бы выйти в Vortex, потому что враг бы смог просто прожать R1 из стана и ничего бы его не остановило. R2 после попадания танцем идеально поймать по некролу сразу после пепла. Простая ошибка, простое наказание. Да и вообще всегда эту хуйню можно прожимать, перекатом назад она не доджится. Спиннинг слэш. Тоже очень сильный пепел, хоть он и не будет решать проблему приоритета, но из-за ренжи уебанского хитбокса его будет невозможно ролить в упоре. При попадании первым или вторым слэшем остальные будут труком биться. R1 после пепла будет нейтральным. Первобытный рев. Хороший пепел, который будет решать проблему с приоритетом. Крик с последующим небольшим бафом урона и большим бафом силовых будет давать им гиперброню по нажатию с последующими тремя атаками, комбинирующимися друг с другом. R1 после пепла будет нейтральным. Крауч R1. Самая сильная атака на этом сетапе. Очень быстро и с хорошим рейнджом. При применении бленда анимации станет абсолютно unreactable. Будет главной движущей силой для создания вортексов и панишей. После попадания теряется весь приоритет, дыру закрываем пеплом. Нейтральная R1. Медленнее крауча, но зато длиннее. Из-за какого-никакого, но ограничения мобильности в положении крауча иногда будет использоваться как паниш в неудобных для крауча моментах. Может попадать по прыжкам. После попадания теряется приоритет, фиксим пеплом. Против не самых быстрых матчапов после попадания R1 можно безопасно нажать вторую R1 и успеть выролить от разворота. Раннинг R1. Хорошая атака для наказания плохого спейсинга. Если враг будет на предикт ролить краучер 1, то раннинг поймает такой ролл. Приоритет теряется, чуем пеплом. Раннинг R2. Медленная атака, но с очень хорошей рейнджой. Будет использоваться исключительно как наказание за плохой спейсинг. Также из-за большого пульс урона можно безопасно нажимать в оружие с гиперброней, если враг не максит пояс. PS Crouch. Быстрая, но вполне реактабельная атака с большим уроном. Можно использовать для уверенных панишей, но вся сила будет раскрываться в вортексах из легкого крауча.
где перед врагом будет стоять дилемма: получить в лицо unreactable краучем или сделать predict roll, но попасть под риск быть пойманным PS краучем с кучей урона. Приоритет не теряется, после крауча можно безопасно прожать R1 или крауч R1. Все джампы опишу в одной части, так как они по отдельности выполняют роли одного нормального джампа. R1 джамп будет использоваться в лайт джампе из-за своей скорости. R2 джамп будет типичным панишем, дает возможность безопасно прожать R1. PS джамп слишком медленный, иногда даже для того, чтобы запанишить. Будет использоваться как паниш на супер надежных предиктах. Дает приоритет на R1. Любая атака имеет приоритет на прыжок. После ожидаемых панишей можно вместо них переходить в раннинг. Остальные атаки слишком ситуативны, так что про них можно забыть. Итого, подытоживая все, что там сверху, PS катаны в общем схожи с пиками, только вот у катан гораздо больше возможностей выгибать, но и возможности ошибиться тоже. И чтобы успешно наваливать, придется иметь абсолютное знание матчапа и умение читать врага, чтобы понимать, когда приоритет на твоей стороне. Иначе дальше этапа охватывания пиздюлей пройти не получится. Сам геймплей будет выглядеть как постоянное задрачивание R1 краучем в вортексе с PS краучем, уверенными панишами в неудобных для крауча моментами с нейтральной атаки, и самое главное, исправное применение контрмер к спаму и стана в виде прыжков и пепелов войны, без пассивного давления с которых никакие вортексы на этом стапе невозможны. А раннинги будут использоваться как рандомные миксапы, чтобы совсем задушить врага количеством приколов, исходящих от вас в секунду. И все это одновременно с максимальным уважением к оппоненту. Ведь ему оборвать вам преимущество будет гораздо проще, чем вам его получить. Offhand SS с Moonveil'ом. Сетап попроще, но и посильнее, наверное. В этом стапе ты получишь в свое распоряжение 2 ядерные бомбы. R1 вепонарта. По цифрам не самая страшная скорость, но первые кадры анимации видно очень плохо, так что реактить при бленде анимации будет сложно. И R2 вепонарта. Легко реактить, но зато бьет в 2 раза больше и в 2 раза больнее. И прыжки еще сбивает. Offhand SS же дает возможность после удара им безопасно бить по врагу катаной после. Против матчапов без гиперброни после удара катаной можно ударить SS, но это уже будет трейд, что оставит врага в размене 1 атака за 3, что крайне нежелательно для оппонента, так что можно считать это за приоритет, я думаю. Пепел же будет использоваться как втык в предсказуемой атаке, давление в нейтрале, в котором ты можешь запанишить даже использование смазки, из приоритета для того, чтобы словить паникролл. После попадания R1 пепла L1 SS будет true комбой. Геймплейно же этот сетап имеет очень мало общего с PS катанами. Супер надежный и спокойный сетап. Все, что тебе нужно, это в нейтрале запанишить промах и затем шугать приоритетом врага от себя, попутно надрачивая его краучем. И на любом этапе этого веселья искать момент, чтобы залупить врагу пеплом войны на пол лица, с последующим шлепком по жопе ССом. Каких-то явных слабостей, кроме потолка в виде медленной скорости нейтралок, нету. Добротно и дамажно. По талисманам, в зависимости от билда, имеет смысл брать руку Мелисенты. В PS обязателен талисман на антхил после 5 хитов и талисман на баф Бонарта, если используете один. Лучшей статой для чистого урона будет Вера, но ловкость зато может предложить быструю смазку на блид, которая в комбинации со встроенным блидом катан может выдавать на стак уровня аркейн билда, сохраняя при этом хороший урон и урон с пеплов. А с Moonveil'ом все и так ясно. Давай, пока. Что значит на опасочек? Ты чё, блядь, еблан? Что это значит? Ты ебанутый, блядь. Что это значит? Сука. Надеюсь, в гайде такого не будет, блядь. На опасочек, нахуй. Ты, блядь, ебан, что ли? Сука.